Привет! В этом видео вы узнаете, как сделать самому тренажер для фронт-лупа и как тренировать луп на песке. Как сделать свое первое вращение спид-луп прямо на песке, безопасно, просто, доступно. Ваша мечта будет ближе к исполнению. Смотрите, это мой тренажер для фронт-лупа. Это доска, обрезанная ровно метр в длину. Здесь есть 4 отверстия для петель и одно большое отверстие для шарнира под гайку. Все размеры я снял со своей доски Cube 81 литр Wave. Я отмерил расстояние от шарнира до задней петли. Дальше я отмерил расстояние от шарнира до передней петли. Расстояние между двумя петлями отметил карандашом точки для отверстий, взял дрель и под саморез тоненьким сверлом сделал несколько отверстий. У меня петли расположены сейчас под правый галс. Передняя нога развернута под 45 градусов. Можно также эту петлю развернуть под левый галс, либо поставить обе петли симметрично. Дальше толщина доски у меня 2 сантиметра, можно взять тоньше. На самом деле доска у меня тяжелая, можно сделать ее еще легче, тогда вращение будет еще лучше. Пошкурили, чтобы не занести занозу, убрали углы. Нос я тоже немножко скруглил, сделал его более эргономичным, чтобы он не зацеплялся за песок. Самая идеальная площадка для того, чтобы тренировать спид-луп, участок пляжа с мягким песком, чтобы падать было не больно и чтобы не поцарапать снаряжение. Конечно, этот тренажер не заменит реальные попытки на воде, если вы только сами не решите ограничиться попытками на берегу. Но вы сможете безопасно поработать над техникой и понять, за счет чего происходит вращение. Гик установите примерно на уровне плеча, можно чуть-чуть пониже. Для того, чтобы из позиции сидя у нас руки дотягивались до гика. Чтобы начать тренировать вращение, нужно опустить центр тяжести пониже и закренить доску на ребро. Гик должен находиться у вас не зажатым, не заблокирован пальцами. Вам не нужно отрываться от земли, чтобы провращаться. Я делаю перекат на бедро и на плечо. И доска вращается в тот момент, когда я нахожусь лежа на песке. Точно так же вращение можно делать по воде, когда мы делаем первые попытки. Это похоже на спид-луп, и это происходит именно так. Парус подаем четко вдоль линии ветра. То есть перед тем, как начать вращение, нужно подать парус вдоль линии ветра, четко перпендикулярно доске. Таз у меня находится над осевой линией. Коленки находятся между передним бортом и нижней кромкой. Парус в руках не зажат. Я наклоняю его расслабленным хватом перпендикулярно доске и тянусь. Часто распространенная ошибка — это из-за того, что нам страшно, мы сжимаемся в комочек, и перед тем, как начать вращение, мы не успеваем разгруппироваться и вытянуться. Это обязательно нужно делать на фронт-лупе. То есть сначала мы тянемся вперед, нас тяга должна вытянуть. Прежде чем сжаться, закрыться и использовать всю центрифугу вращения, мы должны растянуться. Если мы этого не сделали и начинаем вращение с согнутыми рычагами, то вращение не происходит. Кто-то рекомендует смотреть через плечо. Я через плечо не смотрю и считаю, что это не обязательно делать. А главное прижать немножко голову, втянуть в шею, для того, чтобы у нас на резком приземлении ее не дернуло. Гик не должен быть зажат в руках, пальцы расслаблены. Передняя рука сместилась максимально близко к кончикам трапеционным, задняя рука взялась пошире. Мы расслабленным хватом должны подать парус вдоль линии ветра. Мы не должны сжимать гик очень крепко и не должны сгибать руки. Мы вытягиваемся всем телом вперед, и только после этого начинаем
набирать парус, когда тело полностью раскрылось. Хочешь ли ты когда-нибудь научиться делать фронт-луп и готов ли ты решиться на него на моем занятии? Пишите свои ответы в комментариях и до встречи в новых эфирах.